Германия в своем репертуаре. Стоило нам только вернуться из Греции в Германию, как тотчас же мы обнаружили в почтовом ящике кучу писем. И, конечно же, мы насторожились, потому что вы же знаете, как письма не всегда приятные. Ноги трусятся, руки трусятся, до дивана дойти невозможно. Вся Греция уже улетучилась, вся благодать. В общем, это Германия в этом плане. Пугающе, да. Но поскольку мы были в святых местах, видимо, это действует как-то, друзья. Поэтому мы в этот раз получили 3 хороших письма. Если вы помните, у нас есть долг перед Германией. Джоб-центр переплатил нам деньги, потом был пересчет. И в конечном итоге после пересчета мы отправили просьбу в инкассо на рассрочку. И не надеялись уже, что... Хотя нет, надеялись, наверное, да? Не, мы очень надеялись, не ври. Да. И вот в этих письмах содержится информация о том, что нам предоставляется рассрочка. 2 письма, потому что каждому отдельно, у нас как бы 2 разных долга. Рассрочка для Лады составляет почему-то 50 евро в месяц, а для меня 30 евро в месяц. Очень странно, почему, но мы уже не вникаем в детали. Мы рады тому, что есть. Лад, покажи, пожалуйста, То есть письма. вот 2 письма. Нам надо платить 80 евро в месяц на протяжении 2 лет до 28 года. А потом то, что останется, будет еще раз пересматриваться. Либо мы должны будем вернуть остаток, либо опять рассрочка. То есть они будут смотреть, сколько мы на этот момент зарабатываем. Причем Так, до июля 28 года или до августа они никак не учитывают тот факт, что в марте 28 года может закончиться у нас вообще временная защита, и мы потеряем статус. То есть они на это не смотрят, просто с августа начинается платеж, и до августа 28 года они как бы ровно на 2 года дали нам рассрочку, а потом будут смотреть. Второе письмо, друзья, это вообще чудо какое-то. Тут я хочу... Афон прошел не бесследно. Смотрите. Большое такое письмо заказное, мы думаем, что это такое? У нас сразу сердце в пятки, потому что большое письмо это означает, значит, какое-то крупное дело. То есть это может быть что угодно, пересчет, какие-то документы мы должны опять сдавать, какое-то серьезное решение. В общем, Оно нас напугало, причем оно заказное. Видите, вот здесь на конверте есть такие марки, в которых написано, что это серьезное письмо. В общем, какое-то министерское, так скажем. Но оно нас очень порадовало. Доставай, Ладысь, покажи. В общем, пока Лада достает, я вам скажу, друзья, это мой затерявшийся сертификат Leben in Deutschland. Ровно 2 года назад, да? смотрите, какая красота. Вот так, да. Сертификат, который говорит о том, что я сдал курс Leben in Deutschland. 27 ответов из 33 я ответил правильно, но Ладе пришел сертификат, Лада вообще ответила 33 из 33, и Ладе пришел сертификат буквально через месяц. Да. Как Через только 2 мы- месяца, осенью мы сдавали летом, осенью у меня уже сертификат был такой. А мне не приходил, и я им написал одно письмо сначала на электронную почту, и мне не ответили. Вообще потом я ходил, даже в одном видео мы показывали, мы ходили в свою школу языковую, спрашивать, что нам делать, потерялся сертификат. И те сказали, ну напишите бумажное письмо. Но я так и не написал бумажное письмо, у меня все не хватало времени на это, как бы думаю, а нужен ли он мне вообще этот сертификат? Он только для гражданства нужен, а светит ли нам гражданство, всякое такое. Махнули рукой, уже забыли за него даже. И тут, на удивление, я, кстати, сейчас скажу такую вещь. В поезде, когда мы ехали уже из Нюрнберга, возвращались прямо домой из аэропорта, тут я решил все-таки узнать, а кому же можно написать письмо, куда именно еще, чтобы они там пошевелились. И выяснил 2 электронных адреса, и хотел было уже отправлять им туда письма, но не отправил. Просто подумал об этом, представляете? И тут приезжаем, а тут сертификат в почтовом ящике. Сколько прошло? 2 года. 2 года прошло, да, с тех пор, как я Шо- сдал этот экзамен. Почему он пришел сейчас, когда мы приехали с Афона? Это очень большая загадка, потому что мы же сменили адрес, мы вообще на другом адресе, и он Да, да. пришел на этот адрес. То есть, ну как чудо, это по-другому как бы интерпретировать сложно. Это Можно, просто конечно. можно, но это Но зачем, Чудо. если есть более простое объяснение? Чудо.
А сейчас мы должны в почте, как обычно, отправить письмо с ответом в инкассо. У нас есть уже 2 письма, которые мы написали. Эти письма с разрешением списывать с нашего счета задолженность ежемесячно, короче. То есть мы не будем сами каждый месяц платить, они будут автоматически списывать с нас. С Лады 50 евро, с меня 30. И все, мы будем погашать таким образом свой долг. Ты теперь уже имеешь Leben in Deutschland. Ты обязан теперь говорить на немецком, потому что ты можешь уже гражданство получать. Ты В думаешь? принципе. Ты смотри, ты 3 года прожил, ты имеешь B1 сертификат, и ты имеешь Leben in Deutschland. Тебе осталось только зарплату 4200. Все. Работай. И пенсионный фонд. Да. Мы давно не видели своего друга Даниила. Сейчас договорились с ним встретиться, он нам что-нибудь сыграет на аккордеоне, как обычно, зажигательное. И к тому же у него есть какие-то хорошие новости. Вам тоже расскажем. Мы обычно встречаемся для того, чтобы исполнить какую-то песню с Данилом возле вот этого вот старого вокзала. Здесь когда-то был вокзал Гайслингена. Альтенштадт, видите? К сожалению, сейчас даже рельсы убрали отсюда, просто стоит здание такое. И там сзади, там, конечно, грязновато, но там нормально так можно сыграть что-нибудь. Тут очень уютно, кстати, играть, никого нету. Некоторые прохожие просто машут, хлопают. Не шокируем особо людей. Что ж там за сюрприз Даня нам приготовил? Он нас озадачил немножко. А ну ничего себе! Ничего себе! Sehr geehrter Herr Данил! Алло, Лёйта, Что это за машина у вас, Хер? а я подумал, ну если уже купил, так что ж ходить пешком, аккордеон таскать. Да ничего себе! Даня, ну сюрприз так сюрприз. Мы, Я значит, подумал- в Греции, а ты тут... Да, я подумал, ну это не круто, это ж тяжелая штука, таскать ее, а так на машине она все везет. Мы ждем тебя на Всё велосипеде, а ты решил Ну, тут видишь покатиться. как. Где взял машину, рассказывай. Так у меня даже документ есть. Серьезно? Да, Ты купил, что ли? да, вот смотри. 4999. Ого, Ну ничего ничего себе машинка. себе. Так, машина называется 5000. Volkswagen Golf Plus. Пробег 205 тысяч километров. Кстати, мы купили свою машину с точно таким же Кстати, пробегом. да. Так она точно такая. И столько же стоит. И Так стоило она столько точно- же? Она такая. За же 5000. Нет, ну у нас, наверное, постарее. У тебя Просто не дизель. 2009 года, смотри, у нас на год старше. А, у тебя дизель и автомат, коробка передач. Нифига себе. Да, и тут, короче, этот дядька, который там ее приводил в порядок, он все поменял. Тут у него список, все, что он поменял. Практически ремонт, новая да? получается. Офигеть. Это произвело как бы главный эффект на искусственный интеллект, с которым я советовался. Серьезно? Он сначала сказал, ну она ж тоже не новая, и пробег большой. А я говорю, а вот продавец пишет, вот, что он нам Ага, сделал. ага. А этот искусственный тогда говорит, ну все, надо брать срочно. Надо брать срочно. Срочно, это лучшее предложение на рынке. Я даже не искал. Я играл в Йопингене. Ко мне подъехал Николай. Он бывший владелец автохауса. И он со мной там пел всякие русские песни. Потом он сказал, моя теща продает машину. Звони ей. Я ей позвонил, поехал там, начал интересоваться. У нее машина еще старше, 2002 года. А, это была не там, не эта Не машина? Это не эта машина? Совсем не это. Это был Suzuki вагон, вагон R. И я там уже все говорю, хорошо, беру эту машину. Такая, только, а сколько же вы дадите? Я говорю, ну 1500. Она, 500. Я говорю, что, 3 раза 500. А, ну ладно. Я поговорю с детьми. Потом такая мне говорит, о, я так себя плохо чувствую. Мне сын сказал, вообще не разговаривай с ним. Если 1500, За 1500 вообще вообще не разговаривай. Я говорю, тю.
Это ж я со своей стороны. Вы бы сказали, давай 2, так я бы согласен. да. И потом моя подруга говорит, вот хочешь маленькую машинку, вот бери гольф. Прислала мне эту ссылку. А я думаю, маленькая машинка. Приехал такой, нифига себе. Я еще посоветовался с искусственным интеллектом. И он, да, это- ему понравилось этот Сузуки. Он все время говорил, Сузуки лучше. Все Да? варианты там рассматривал. Говорил, хорошо, но Сузуки лучше. Она старая, но у нее маленький пробег, тюф новый, все. Там тоже тюф был, да? Да. И все такое он меня как бы убеждал. Потом я этот вариант ему отправил. Он говорит, ну тоже она ж не новая, и пробег большой у нее. То есть убеждал тебя ту взять все-таки. Да. Ты представляешь? А потом я ему послал вот эту вот штуку, говорю, вот пишет продавец. И он такой, вау, типа, так это надо срочно брать. Это вообще лучшее предложение на рынке. Нужно брать немедленно. Да, он же тут все поменял, говорит. А, Продавец же все поменял. Это ж практически новая машина. А что такое 200 тысяч для дизеля? Это вообще ничего. Дизель может еще столько же спокойно проехать вообще. Я такой приехал, а он говорит, ну давай, все, переводи мне деньги, ты сразу переводишь? Я говорю, сразу, за Форд. Потом говорит мне, так у меня деньги не пришли, а я уже хочу уезжать. Я говорю, все, пока. Он говорит, у меня деньги не пришли. Я говорю, так а что делать? Будем ждать, типа, пока деньги придут. Я ему банковским переводом отправил. ага. А тут же в Германии долго идут. Я ж тебя спрашивал за Форд. Я говорю, ну так за Форд, я ж прямо вот при тебе нажал сразу. Я ж не виноват, Сразу да, это нажал, банк, да. это не я. А он говорит, нет, за Форд это надо, чтобы они моментально ко мне пришли. А я вообще не в курсе. Так как, ты мог так сделать, что ли? как-то? Да, как-то там изменить какие-то параметры перевода. Кидалова приехал, Да, и он забрал говорит, машину, нет, так ты уезжай. едешь молодец на машине, а я чем остаюсь? У меня денег на счету нет. Бедный немец, я представляю, как он пережил. Типа, так дело не делается. Так не Я робиться. говорю, не, ну ты ж меня тоже пойми, я номера взял уже, все. Ага. Он говорит, так я продавец, меня надо понимать, я продавец, я остаюсь ни с чем. Ну, и чем Жизнь, и закончилось? чем Все, типа, будем переписывать тогда, что я тебе документы не даю. Когда мне деньги придут, тогда я тебе вышлю почтой. Я еще ждал там 2 дня. И он мне говорит, я тебе даю бензина, вот ты доедешь. Я такой смотрю, выезжаю 140. Ну, а это было под Ротвайлем. Где-то так, 135. Думаю, ну как раз впритык. Ах, Ротвайль, я знаю, где это. мы были. Еду. 150. Он пишет сначала на 140 километров, потом на 150, на 160. До Гасингена доехал на 200, пишет. А, я понял. Бортовой компьютер сначала сказал, тебе Борт- хватит солярки на 140 Бортовой километров, да? компьютер рассчитал. И Да. я такой думаю, ну, типа, со скрипом должен доехать. То есть бензин прибавился. Прибавился. Вот Чем это дальше чудесно. еду, тем больше бензина. Слушай, хорошая Тем больше машина, дизеля. хорошая, Да. молодец. Назад не налегаю. А у меня тут камера, смотри, видишь, показывает всё. Класс. Это реально, да? Да ты Я что? такого даже не ожидал. Это сзади типа. Сзади все показывает. Слушай, а в Украине тоже так? Или Тоже так. Тоже так. 3 штрафа там у меня было. Мгм. И все, это надо заново как бы сдавать. Представляешь, опять. Теорию и практику, все заново. Я теорию сдал, практику не успел. Вообще, конечно, жалко, если бы у тебя, смотри, Да, сейчас это были вообще было бы намного украинские легче. права, сейчас же можно уже и не Да, сдавать. Вообще, Представляешь, это ты- супер. тебе пришлось платить и напрягаться. Но с другой стороны, ты будешь хорошо теперь Но знать. оно не лишнее Да. было, да. Я могу сказать, что это не Теорию. лишнее было. Ага, сюда. Все-таки тут как бы есть какие-то нюансы. В Германии. Да, и я их вообще не знал. Друзья, всех украинцев в Германии поздравляю с тем, что наконец-то Германия приняла решение
о возможности обменять украинские водительские права на немецкие без пересдачи экзаменов. Это настолько упрощает нам жизнь, настолько удешевляет нам весь процесс, что этого ждали все, кто имеет права в Германии, ну, все украинцы, независимо от параграфа даже. На 24-м параграфе, конечно, я могу ездить на этих правах, на украинских и дальше, еще до его окончания, но лучше воспользоваться этой возможностью и поменять права на немецкие. Эта возможность появилась буквально 2 недели назад. Решение долго принимали, и вот 17 июля наконец оно вступило в силу. Но есть масса нюансов, которые сейчас люди активно выясняют, потому что не все понятно. Например, если у меня просто права категории Б, то есть я не вожу автобусы, там общественный транспорт, большие грузовики, то мне проще. К тому же, если у меня права нового украинского образца, то есть у меня карточка, и здесь на латинице есть надписи. По сути дела, эти права мне даже переводить на немецкий язык не нужно. Но там еще есть такие права, которые заламинированные, просто такие вот, бумажка заламинированная или книжечка даже. То эти права нужно переводить, потому что в них все на украинском, и там немцам ничего не понятно. То есть у меня еще отпадает такая статья расхода, как перевод украинских прав на немецкий язык, а это тоже около 50 евро стоит. Говорят, что нужно еще пройти окулиста и еще пройти курс первой помощи для того, чтобы получить новые права. Но это не точно. Кстати, курс первой помощи, он тоже около 50 евро стоит. И проверка у окулиста около 10 евро стоит. То если это отпадет, то это будет еще дешевле и еще быстрее, потому что все это занимает время. Но это все тоже под вопросом, потому что на местах люди еще в Германии, ну, как бы могут по-своему решать. Я, например, собираюсь только вот пойти на следующей неделе в Фюрершайнштелле и спросить, нужно ли мне переводить свои права, нужно ли мне проходить окулиста и всякое такое. Я еще не успел просто это сделать, поскольку мы недавно вернулись из Греции. Нюанс со страховкой. Те, кто водит автомобиль и имеет автомобиль в Германии, у них есть страховка на автомобиль, где учитывается водительский стаж. И вот была такая информация, что при получении немецких прав якобы водительский стаж обнуляется. Поэтому я даже написал своему страховому агенту, с которым у меня быстрая связь через WhatsApp, буду ли я больше платить страховки. И он мне ответил: нет, не беспокойтесь, все будет по-прежнему, ваш стаж украинский будет учитываться, поэтому как бы страховка не вырастет. В общем, в любом случае, со следующей недели я начну этим заниматься. Сейчас вам вот такую только предварительную информацию могу сказать. А в следующем видео, уже когда будет сам процесс оформления, я, возможно, вам дополню эту информацию новыми сведениями и точными цифрами о том, сколько все это стоит. И сколько это заняло по времени, тоже вам попробую рассказать. Ровно год назад мы вам рассказывали, что нашу машину в Германии эвакуировали и увезли куда-то на штрафплощадку, а потом мы платили штраф около 500 евро. С чем это было связано? С тем, что у нас в городе ежегодно проходит праздник, шествие, такой детский праздник, при котором идут колонны детей, какой-то парад, короче, друзья. И настало время этого праздника, посмотрите, знак стоит. По всей улице нельзя ставить машины. И в этот раз, я думаю, мы не забудем. Наученные опытом, мы не забудем теперь. 500 евро жалко еще раз заплатить. Мне сегодня вырвали зуб, который я лечил в Болгарии недавно, то есть месяц назад. И я не рассказал, что когда я приехал из Болгарии, то отнес данные о том, что я там полечил, чеки и все остальное в свою страховую компанию медицинскую. А у меня еще оказалась медицинская страховка заграничная от компании Альянс. И буквально через неделю мне вернули полностью деньги
за то, что я потратил там на лечение в Болгарии. Хороший метод лечить зубы по дешевке, потому что в Болгарии это дешевле. Бесплатно. Да, получается по страховке. Но на самом деле, если бы это была не экстренная помощь, а просто плановое лечение, то они бы ничего не вернули. Это только вот при экстренной помощи. Так что обмануть систему не получится, друзья. Мы сейчас с Ладой встречаем нашего друга, которого мы знаем уже здесь давно, около 2 лет в Германии. Он из Украины. Но мы с ним редко общаемся, потому что живем не в одном городе. Вот он нас пригласил сегодня проехать в Ульм. Фух, я запыхался. Горки. Да. А в Ульме будет какое-то очень интересное мероприятие, связанное с рекой. А сейчас он подойдет, он нам несет какой-то подарок. Вот что интересно. Сюрприз какой-то. Люблю сюрпризы. Саша, ты какую-то Привет. еду несешь, что ли? Здорово. Отлично. Здрасте. Привет. Здрасте. Для Ух вас ты. маленький презент. Ничего себе. А ну-ка, ладно. Вау, это пианино. Ух ты, ничего себе. Обалдеть, обалдеть. такое? Это про нас. Поставим его на самое видное место и будем каждый день про тебя вспоминать. Можно что-то поставить. Да? А что? Какую-нибудь бутылочку. А, я Точно. понял, там типа место для бутылки, да? Отличный Круто. подарок, Саша. Ну ты вообще. Сегодня в Ульме бешеная толпа. Праздник называется Набада. А вообще с утра сегодня понедельник и был клятвенный понедельник. Я позже объясню, что за клятвенный. Саша, я смотрю, здесь какой-то грандиозный праздник прямо. Ну, столько людей, обычно здесь поменьше. Ты нам должен объяснить, что происходит вообще. Да, ты прав. Сегодня в Ульме большой праздник. Называется Намада. Это от швабского диалекта. Ну, по-простому, сплав вниз. Сегодня мэр Ульма утром давал клятву. Эта традиция зародилась где-то 600 лет назад. Нифига себе. Да. Мэр выходит, обращается к гражданам и дает клятву о равноправии ко всем гражданам. Неважно, богатый или бедный, ко всем одинаковое отношение должно быть. И раньше граждане после этой клятвы спускались вниз к Дунаю и праздновали. Сегодня должны быть старинные лодки, рыбацкие, те, которые перевозили грузы в Австрию и куда-то еще, я уже не Большие помню. лодки, да? Да, они такие, как, может, видел, в рыбацкой деревне деревянные длинные лодки. Слушай, ну хорошее обещание, да? Ко всем относиться одинаково, богатый или бедный. Как ты думаешь, вообще это работает? Так и относятся в Германии? Ну, я думаю, да, раз 600 лет традиции, Да. И люди не закидали мэра тухлыми помидорами, да? поэтому, я думаю, да, должно быть так. Но это было утром, жаль, мы пропустили это событие. Да, к сожалению, да. На следующий год надо будет посмотреть, как мэр выходит на балкон и говорит «Sehr geehrte Damen und Herren», да? Типа там и... Genau. Sehr geehrte Ehrenbürger, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Но самая веселая часть будет сейчас, на реке Дунай. Мы туда сейчас идем. Да, И и не только мы. Вот, смотри, да. Несут, в вот. этом празднике могут участвовать любой желающий. Может на такой лодке или на спасательном круге надувном, на матрасе, может просто вплав. Будет как официальная колонна идти, да? Должны быть оркестры, всякие там фигуры. И неофициально, то есть рядом обычно люди могут участвовать, рядом плыть. И я считаю, что это еще, Вообще классно. да, шик, Короче, дает эмоции этому празднику. Давай ладу незаметно в воду кинем там. Пускай Я плывет. все слышу. Ну, вода теплая. Незаметно не получится. Незаметно для других, а не для Лады. Надо будет кричать и сопротивляться. Также, ты знаешь историю, что символ Ульм – это воробей? Да, я слышал. Но я уже забыл, в чем суть. А ну расскажи. Строители, когда строили собор, и не могли длинное бревно занести в ворота. То есть они несли ее так, поперек. Поперек, да? Да. И тогда они увидели, как воробей несет соломинку, держит соломинку в клюве вдоль. Работяги увидели это, решили попробовать, может так получится с нашим бревном, и все получилось. Они что, тупые были, что ли?
том году, по-моему, какой-то был максимальный рекорд, колоссальное число людей приехало и поучаствовать, и посетить этот праздник. Ну, ты знаешь, я больше чем уверен, что вся суть всех праздников – это пиво. Просто пиво приехать и набухаться. Сейчас, мне кажется, здесь вообще не протолкнуться и ничего не увидишь, потому что людей столько, что не подойти к реке. Даже на том берегу людей масса. Я думаю, самые лучшие места уже с самого утра. С самого утра Занимали, заняты. да. Ничего себе. Люди целый день сидят здесь на солнце. Да, на мосту, я думаю, самый лучший. А, наверху. Да. Вау, вот это да. Слушай, кто-то едет на нас. Саша, а ты же тоже блогер, доставай камеру. У Саши есть свой YouTube канал. Он нам показывал там кулинарные всякие рецепты. И путешествия тоже. Кстати, очень интересный канал. У меня очень. пока есть маленький канал. И кому интересно, да. Очень вкусные рецепты. Да, мы можем приготовить Подписывайтесь. очень вкусный, простой, домашний рецепт, а также мои путешествия. Если кому-то интересно, заходите. А если еще и понравится, то обязательно подписывайтесь. Хотя, если официально, то 10 минут назад, как оно началось. Да? Ты посмотри, он Вообще, да. пробка. И на том мосту везде люди. Слушай, ну я не ожидал. Я думал, ну, будет немножко народа, но это слишком много. Смотри. Саш, ты говорил, до того, как ты приехал в Германию, ты слышал про этот праздник, да? Да, не только слышал, а и видел его в интернете. Но не было тогда еще понимания, что такое Ульм, что это вообще такое. Но очень понравилось. А потом, когда оказались в этих краях, увидели, хотели попасть. Но все никак не получалось. Это первый раз, что я наконец-то попал на этот праздник. И даже превзошел мои ожидания. And I was just a girl. Thinking about me, never man you know. You growl over me. So this world's a moon. Мы с Ладой в прошлом году ездили на Октоберфест, так вот там было что-то наподобие. Толпы народу, много пива и все. Слушай, ну я тебе скажу, не стоит туда ехать, потому что, по сути дела, это вот так же выглядит. Короче, толпа людей, ты движешься вместе с толпой, толпа идет от одного павильона пивного к другому пивному, короче, и все, ты ничего не видишь, кроме вот этого пива, толпа, уже некоторые люди лежат, ну там... За этим и едут. Ну Ладно. что, берем пиво. Берем пиво, конечно, да. Я смотрю, здесь по 4 евро и никого нету почему-то. Вот интересно, что, да? Там толпы народа по 7 евро берут, а здесь по Давайте 4. возьмем пиво, пойдем туда. За клятву мэра. Sie laufen Alkohol, ja. Oh, We love Germany, come on! guten deutsche Leute.
Все, мы не выдержали. Прощай, Ульм. Мы садимся в поезд и уезжаем. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. В середине июня мы решили собирать чеки для того, чтобы еще раз посчитать, сколько мы тратим на еду в месяц. Мы насобирали вот столько чеков, но у нас не было времени посчитать. Представьте, да, мы все время ездили то в Болгарию, то в Грецию. Болгария все перебила, и мы забыли вообще. Да. Вот теперь мы взяли эти чеки, посчитали, вышло 349,5 евро в месяц. То есть мы тратим на еду даже не 400 евро, а 350 евро. Вот. Эти чеки прилагаются, все можно проверить. Это мы в месяц все собирали до мельчайших подробностей, когда мы тратили. Просто нам писали, что вы наверняка либо ничего не едите, либо врете. Я сейчас эти чеки сфотографирую, и вы сможете посмотреть, какие именно продукты мы покупали. Ну и еще накинем, возможно, сюда не вошло там пару мелких покупок. Давайте все равно предположим, что мы еще 50 евро потратили, возможно, на бытовую химию вот такую какую-то. Вот, поэтому пускай будет 400 евро в месяц, Да. как То мы есть мы считали не врем. раньше. Да, 400 евро в месяц на троих. Вот, Нам больше... хватает, причем мы совершенно не выбираем, там, считаем, там, экономим. Мы просто заходим, берем все, что нам хочется, мы не испытываем недостатка в еде Да. и не голодаем. Вот, То есть например, вот так вот. Например, сейчас стоит снова жара в нашем городе. Посмотрите, вот наш город, церковь центральная. Мы сейчас в магазине Netto, и мы взяли и купили себе 10 штук, 10 кефирчиков. Но это в основном для мамы, потому что мама сейчас питается в основном водой, кефиром. Она говорит, кефир для меня, говорит, сейчас, ну просто, говорит, я пью и чувствую, что я вот выздоравливаю, мне легче становится. То есть мы взяли и накупили 10 кефиров, чтобы она уже не ограничивалась. В общем, начинаем с кефира Ольги Лукиничне. Наливаем кефир, потому что она еле дождалась. Надо было сначала маму взвесить, а потом уже кефирчик. Давайте, Так, становитесь, да. О, Господи. Ничего себе, ты похудела, мам. 68-75. 70 килограмм даже нету. То есть- Вот так. А было 73, почти 74. Да, да, То есть да. мама похудела на 5 килограмм. Ты что, тут пока нас не было, не ела ничего, чешешь? Як це не їла? Їла. Аппетит хороший у тебя? Хороший. А скорее всего это все-таки из-за препаратов, которые ей назначили. Мы убрали, вы нам писали, и как бы мы посмотрели в искусственном интеллекте нашем любимом, он нам сказал, что из-за этих препаратов, вот смотрите, 2 препарата, которые мы убрали, это фарксига и прегабалин. То есть фарксига это от сахарного диабета, а прегабалин это от спины, от боли в спине, вот. И мы пошли к неврологу и сказали, что нам этот препарат не подходит, вот. И он нам выписал другой препарат. Вот этот покажи, Виталик. Этот препарат называется дулоксетин, и Gemini, то есть искусственный интеллект, сказал, что он очень хороший. Но у мамы с ним проблемы. Мам, что было с тобой? Ну, расскажи. Сначала и работать, тошнота, и потом со временем это ушло. И понос, Сейчас- да, был. И понос был. В общем, такие побочки тоже с этим препаратом. А но- сейчас нормально. Сейчас я принимаю его нормально, никакой реакции. Судороги ушли, уже сон улучшился. То есть вы Ну, чувствуете, что оно немножко- помогает, да? И Помогает. немножко вес, по-моему, я сбросила. Вот. И, А, ну и да, вес да. стал уменьшаться. Вес. Это лекарство, оно уменьшает аппетит, оно как раз противоположно вот этому прегабалину. Прегабалин увеличивал аппетит, а это уменьшает, и это на порядок лучше, типа, но вызывает первые дни рвоту, Рвоту тошноту. надо пересилить эту неделю. В общем, друзья, кто вообще принимал этот препарат, кто сталкивался с таким,
пишите нам в комментариях, вы нам очень сильно помогаете своими знаниями, потому что, возможно, вы что-то нам подскажете еще. Вот. И мама принимает сейчас вот все ее препараты, вот просто Да, кому люди иногда интересно, спрашивают, да. что ваша мама принимает. Смотрите, основное лекарство это донепицил, это для улучшения памяти или по-другому сказать, против деменции. Это для стабилизации давления. Это лекарство для уменьшения сахара в крови. Ну и это мы уже сказали, это для уменьшения боли в спине и всяких неврологических болей и судорог. Так, смотрите, что еще вы нам порекомендовали попробовать вот такие вот персики. Инжирные персики, вот. Мы сначала вообще мимо проходили, потом после ваших комментариев, когда мы побыли в Греции, мы показали вам такие персики и сказали, мы их никогда не покупаем, это какие-то странные персики. Вы нам написали, а вы попробуйте, это очень вкусные сладкие персики, мои любимые, и много таких комментариев. Мы купили, попробовали, и реально они классные, они очень сладкие, у них косточка меньше, мякоти больше. Ольга Лукинична полюбила, да? Очень понравились, очень. И мы купили еще, теперь покупаем эти персики регулярно, будем их кушать. Вот, абрикоски, бананы, вообще сегодня еще купили вот такой горошек, будем делать окрошку. Кефира накупили маме, мама говорит, зачем так много? Целая обойма. Ну, чтобы не считать, не думать, выпить, не выпить, чтобы уже пить и все, и не думать ни о чем. А что еще тут? Кабачки, соломка, печенье и чистящие, вот и мыло жидкое, чистящее для посуды, мыло такое сухое, вот, шампунь. Чистящее для унитаза у нас кончилось, и освежитель белья, кондиционер для белья, для запаха. Вот, что-то мы так полюбили. И это все удовольствие нам стоило сегодня 40 евро. То есть дорого, недорого. Мы были в супермаркете Нетто. В принципе, цены там иногда даже дешевле, чем в Лидле. Еще такой момент, мама сейчас не может вязать. Руки дрожат. Очень не бачуть. Надеемся, что если эти таблетки все-таки начнут помогать, то вернется спокойствие, да, Я немножко надеюсь, лучше. я надеюсь. В нашем городе ежегодно проводится Киндерфест, то есть фестиваль, в котором участвуют дети, большое шествие по городу происходит. И это считается как бы даже днем города. В прошлом году я этот Киндерфест прозевал. Я прозевал вот эти знаки, точнее я их видел, но прозевал убрать свою машину. И мою машину эвакуировали, я об этом рассказывал. И в этом году я решил проследить за тем, как происходит этот Киндерфест и что делать с машинами. Может, у кого-то тоже такая ситуация. В общем, хожу, наблюдаю за этим. И знаете что? В пятницу вечером еще должны были убрать все машины из-под знаков. И люди убрали, но никакого шествия не было. Ни в пятницу вечером, ни в субботу днем, ни в воскресенье. Сейчас воскресенье. Тоже нету никакого шествия. И я смотрю, люди снова поставили машины под знаки. Короче, им плевать, они не волнуются. Либо они знают расписание шествия. Зачем за 3 дня убирать машины, если шествие будет, скажем, однажды вечером, может быть, сегодня вечером будет. Вот этого я не понимаю. Зачем они в пятницу вечером заставили людей убрать машины? И причем везде, видите, тут знаки в этом райончике повсюду стоят. Вот, если хотите посмотреть, точнее, с 24 с 16 часов по 27, это 27 это завтра, до 11. Интересная ситуация и непонятная для меня. Наконец-то я нашел хоть какие-то намеки на мероприятие, похожее на День города. Оказывается, здесь есть одна локация возле колледжа. И здесь поставили палатки, соорудили, так сказать, такую себе площадку, на которой продают еду, пиво рекой, сосиски всякие и даже сцена с музыкантами. Вот. Но шествий никаких нету. Просто люди едят, пьют, слушают музыку, в общем, развлекаются. Тоже очень хорошо.
вот и само шествие. Идут дети со всякими картонками. Много всяких детей. Некоторые с барабанами. Нет ничего более скучного, чем парады. Тем не менее, я бегаю по улицам города нашего, чтобы запечатлеть, что они здесь делают. По-моему, сейчас вот с центральной улицы как раз начинается основное шествие, ради которого перекрывали дороги. Вот, смотрите. Громко, конечно, барабанят. Ну и дальше пошла всякая детвора в таких импровизированных шлемах. Походу это все школьники идут. Дело в том, что Гайслинген, хоть и небольшой городок, но здесь очень много учебных заведений, школ, колледжей и прочих, даже высших учебных заведений, поэтому здесь много всяких учеников. Посмотрите, вот эти все толпы, это все люди, которые учатся в нашем городке. Их в обычные дни вообще незаметно. Город выглядит пустым, потому что они сидят там у себя в заведениях. А их видно только утром, когда они идут на учебу. Их видно возле вокзала, в основном они приезжают сюда на электричках, на поездах. И их видно еще вечером, когда они уезжают, но, конечно, не так массово, как сейчас, когда они здесь вот прям все собрались, толпой идут. Тут написано на табличках у них, какие классы. Сейчас 7 А какой-то проходит. Вот. Одной из школ или гимназий. 7 В дальше идет. Ну, в общем, вот такая вот у них развлекуха здесь. По-моему, они все как-то по-разному наряжены. И какие-то атрибуты у них, вот видите, такие отдельные. У этих английские флажки висят. Наверное, они с углубленным изучением английского языка. Почему желания сбываются слишком поздно? Как горели глаза, как хотелось все, что вокруг. Слишком многое казалось нам невозможным. Кто мог подумать тогда, что все сбудется вдруг? Жаль, что желания сбываются слишком поздно. Жажда сжигает тебя, когда тебе 20 лет. Ты гонишься за мечтой, а она виртуозна. Манит тебя собой, но ничего не дает в ответ. Если ты стучишь в эту дверь, однажды ее откроют, пускай и не теперь. Если ты стучишь в эту дверь, это случится с тобою, просто поверь.